Всем привет! Сегодня на повестке гриндер бытовой самодельный. Двигатель 2,2 киловатта, шкив 147 миллиметров. Но если честно, шутку эту в сторону и двигаем другой. Итак, вот что у меня выходит. Хотя это еще полуфабрикат, он еще не готовый. Запускал, конечно, проверял, но ленты гуляют. Сейчас расскажу, почему гуляют. Надо что-то переделывать. В прошлом видео я точил вот этот шкив. Ну и, короче, биение меньше 3 соток у меня не получилось сделать. То есть 3 сотки сейчас биение. Ну ничего, ладно. Заводил, во всяком случае, он не бегает по столу, не прыгает, нормально. Так, перелопатил я много видео. Из-за того, что мало времени для его изготовления, работа мешает. И поэтому, часик с утра, полтора часика там перед сном, я все время смотрел ролики и изготовления, этого гриндера. И хорошо, что я так сделал, потому что если было много времени у меня, то я бы его сделал бы, скорее всего, тяп-ляп. А так я посмотрел многие ошибки авторов. И, решил сделать вот такой вот. Сначала задумывал делать именно со стиральной машинки, но почитав комментарии людей, где пишут, что даже и не вздумайте делать со стиральной машинки, потому что это так, карандаши точить. Поэтому сделал я его под 915 ленту. Делал без ригеля, чтобы, во-первых, и жесткости было побольше, а во-вторых, 2 комплекта лент купил, 14 штук. Купил у китайцев. Может быть, что из-за этого она у меня гуляет, сползает, не знаю. Пока мне хватит, и я не рассчитываю покупать 2-метровые, тем более я ни ножи, ничего не делаю. Так, ладно, переходим. Наверное, уже эти гриндеры всем надоели, но раз вы смотрите, значит интересует. Пластина вырезана произвольно, пластина 10, основная вот эта несущая вся пластина, это 10. Вырезана она произвольно, то есть что-то я решил уйти от этих всех острых углов, от квадрата, от прямоугольных углов, от прямых. И сделал ее, сделал ее с обтекаемыми формами. То есть везде всякие полукруги. Здесь по флянцу полностью обводит. То есть вот, как флянец идет на двигателе, полностью по кругу обходит этот флянец. Так. Дальше двигатель. Двигатель какой нашел? 2,2 киловатта, 2750 оборотов. Я думаю, мощей много не бывает, поэтому пусть нормально. Тяжеленький, устойчивый. Хотя в будущем я все-таки планирую его делать потом поворотный. Все-таки на флянце, я думаю, уж симметричные болты. То есть потом, когда мне надо будет вот эту вот сторону повернуть сюда, лапами ко мне, для поворотного основания, то и весь гриндер, эту пластину я тоже смогу повернуть на болтах. По идее. А может быть и нет, может и не получится, не знаю. Мне главное, чтобы он заработал. Так, что тут по размерам? Размеры я точно и не выдерживал, потому что у меня станок самодельный. И пока вывел, как меня устроило эти ролики, размеры чуть-чуть изменились. То есть здесь у меня получилось 48. Здесь у меня получился нижний 57. И бочка у меня бочка у меня почти 50 получилась. Нормально. Как хотел. 49,5. А основной шкив 147 получился. Ведущий. Ролики я делал разных размеров специально, чтобы, насмотревшись роликов уже, там всякие контуровки, там вот это вот, чтобы выводить разные радиусы можно было. То есть поменьше радиус, побольше радиус. Я не знаю, может даже и на колесе получится здесь работать. Большие радиусы. Не знаю. А в будущем, может быть, заморочусь, контуровку сделаю. Может быть, колесо сюда примудрю. Опорную пластину и столик еще пока сделать не успел, потому что, как говорю, времени нет. Так, механизм натяжения.
натяжение у меня на пружине. Не стал я заморачиваться с газлифтами, потому что сильно смысла в них не вижу. Пружина, ну, пока тоже видите, как она у меня аба-аба, лишь бы только нажимала, надавливала. Потому что рассчитываю, что потом все равно пластина будет. Здесь дальше сделаю. Если поворотные не буду делать. Если буду поворотные делать, тогда что-то другое. Ну, где-то болтик просверлю, закручу. Короче, пружину поставлю. Нормально. Это сейчас она у меня на всю уже поднята кверху. Это очень много. А, еще покажу, как она будет с лентой натянута. Так. Вот так. И вот так. Легким движением руки, прям как показывают на ютубе, она ставится. Вот. Есть. Поехали. Вот такая вот штука получилась. Натяжение. В общем-то, небольшая пружина, а лента как струна. Не знаю, возможно. Ну, короче, надо будет еще играться с пружинами. Обязательно. Так, и вот теперь у меня появилась проблема. Хоть я уже вот и делал токарный станок, и знаю, что никакие люфты, никакие отклонения недопустимы в станках. Потому что где-то упустишь, потом будешь переделывать. И тоже здесь, у меня приключилось и здесь, потому что я даже на своих ошибках не учусь. Видел, смотрел же ролики, что вот эти оси на роликах надо сверлить насквозь, чтобы по плоскости прижимались. Ну, думаю, я же самый умный, и все-таки просверлил здесь и нарезал резьбу в этих основаниях. Закрутил, и получилось, что у меня ролики заваленные. То есть я представляю уголок, вставляю сюда уголок, вижу, ролик у меня завален один, ролик завален второй. Ну, думаю, ладно, вдруг прокатит. Ну, когда я его подключил к частотнику, запустил, нет, лента сползает. И теперь после съемок видео уже буду точить сюда пальцы. Здесь просверлю отверстие 12. Здесь отверстие 12. Вот здесь 12 отверстие сделаю здесь. Чтобы пальцы уже оськи. Ай-яй-яй. Чтобы ось вставлялась. Так, сейчас я коробку уберу. Вот так пускай, ладно. Повертим. Повертим, покрутим. Так, короче, надо, чтобы здесь ось стояла по плоскости. То есть буду точить эту ось, выдерживать вот это расстояние, ну, чтобы ролики были соосно все. То есть в одной плоскости лежали, стояли. Вот. И здесь уже зажимать, чтобы был строго перпендикулярно. Потому что, я попробую еще приблизить, вам должно быть видно. Я даже немного ленту погонял. И сразу видно, где заблестели ролики. Смотрите. Видите? Они у меня заблестели с правого края. А слева, как лента и не ходила. Хотя там отклонение 1-2 градуса всего. Я поленился угломером мерить. Просто уголок прикладывал. Ну, небольшое есть отклонение. И все-таки это играет большую роль. И поэтому буду переделывать эту штуку. Так. Ну что, опять вернуться к натяжению. Так, механизм натяжения. Механизм натяжения. Тут все стандартное. Натяжение. Сейчас я пружину сниму, покажу. Так, с механизмом мне тоже пришлось повозиться. Пока устранил все вот эти вот люфтики, биения всякие разные. И опорный подшипник, я считаю, что нужно обязательно ставить. Потому что только с ним никакого люфта есть. И то все равно играет, вот видите. Чуть-чуть играет, но зато все плотненько, все хорошо. Это опорный подшипник. Так, опорный подшипник. Дальше. Ну, здесь рычаг тоже он вырезан с
спонтанно. И то я даже ошибся. Надо было вот этот рычаг делать круче. Чтобы, примерно, чтобы хотя бы вот так он стоял, даже еще выше надо было. А так при натяжении, получается у меня натяжение ленты где-то вот так. И пружина уже давит не под 90 градусов, а больше от оси. Но это ничего, не страшно, тянет главное. Так, что еще тут? Ну, пока натяжение, регулировка, просто болтик на 6. И тут на всякий случай на 8 сделано. На всякий случай. Так, тут. Так, а как вам показать? Это у меня. Сейчас опять камеру перенесу. Так, этот узел натяжения, петля это сделан. Взят уголок, десятка толщиной. Просто уголок распилен на 3 части. Эти 2 части прикручены на болтах. Вот она. Плохо нет под шестигранник у меня. Может быть, куплю, сделаю, засверлюсь, спрячу их. Но пока они вот так торчат. Ну, это с той стороны они торчат, поэтому не мешают. С этой стороны все гладко, чисто. Нормально. Опа. Так. Итак, прикручены 2 кусочка уголка. Между ними средняя пластина, на которой ролик сам ходит. И насквозь просверлено. Сначала делал резьбу в этой пластине, чтобы с этой стороны болтом поджимать и с этой. Но оказалось это неэффективно. Лучше сквозную шпильку или болт и стягивать гайками. Тогда намного лучше прижимается. Так, и дальше ж я хотел еще... Думал, придется под всю пластину вырезать здесь мне квадрат. Ну, то есть, чтобы пластина ходила. А оказалось, что вот этого хода до упора пластины хватает для того, чтобы уже ролик задрался высоко. То есть не обязательно вырезать, и поэтому вырез сделал только под ось, под гайку, чтобы гайка не мешала. Вот так оно работает. Так он ходит. Ну, этого хватает, чтобы лента сползла вправо или влево. То есть разбега хватает. Так, еще за упорный подшипник скажу. Номер у него 8202. Почему вам не видно? Вот он. 8202. Подшипник своеобразный. Обоймы у него разные. У него одна обойма внутренняя на 15. Так, ну сначала хотел ставить, потому что думал, что шпилька будет 12 и хотел ставить с внутренним диаметром 12. Но потом решил, чем больше площадь у него, то есть внешний диаметр, тем крепче он будет держать, меньше будет люфта. И поэтому взял вот такой подшипник. Внутренняя обойма у него 15, одна, а с другой стороны 17. Это я уже обнаружил, когда домой приехал с магазина. И хорошо, что я их взял 2. Просто взял 2 обоймы по 15 миллиметров и оську точил вот эту вот. То есть внутри она здесь 15 оська, а дальше пошла по 12. И на краях резьба. Вот, потому что посчитал нецелесообразным ставить подшипник меньше. А у этого внешний диаметр 32 миллиметра. Короче, нормально. Вроде нормально. Не знаю еще. В работе-то толком не пробовал, поэтому говорю нормально, а сам не знаю. И кто захочет делать гриндер, запомните, это непростая задача. То, что вы видите на ютубе, человек там сварил с профильной трубы там или еще, я не знаю из чего, из металлолома, типа вот показывают куча металла, сейчас я с него сделаю гриндер. Они делают гриндер, показывают этот гриндер, вроде работает. Но они никогда не говорят, сколько недель они провели, настраивая его, делая. Потому что, ну вот этот я делал, например, тут вообще ни капли сварки нет.
Все только на соединениях, на резьбе, нигде сварки ни одной нет. Единственная сварка, которая возможно будет, это станина, поворотное основание. Ну, косынки надо будет приварить. Там, я думаю, ничего беды не наделаешь сваркой. А так здесь сварки нигде, ни в одном узле сварки не присутствует совсем. А глядя на ютубе, глядя, как делают из всякой хрени, можно сказать, железной, и говорят, что смотрите, как оно работает, что-то не верится, честно сказать, что оно действительно работает. Возможно, там человек подобрал какую-то одну ленту, и она работает, но там же все жидкое, там видно, как оно трусится. Навряд ли на нем получится работать. Но это мое мнение, только лишь мое, потому что я гриндер этот, я его в жизни не видел вживую никогда, как он работает, только на ютубе видел. И это я делаю первый свой, поэтому в гриндеростроительстве я полный ноль. Только глядя на видео, повторяю то да сё. А что повторять? Конструкция одна. Главное руки приложить. Так, что вам еще рассказать? Я вам уже сказал, что это полуфабрикат. Пока что это еще тут все будет шлифоваться, обтачиваться полностью. Потому что кое-где у меня и радиусы еще не полностью круглые. Полностью с флянцем сравняю все. Потом отшлифую, почищу, покрашу. Короче, про гриндер я покажу уже в следующее видео, когда он будет полностью готов работать. Если видео не будет, значит ничего у меня не получилось. Ну, должно, думаю, получиться. Должно выйти все. Подшипники 201, по-моему, я не сказал. Вот. И после окончания этого видеосъемок буду точить сейчас сюда оси. Выводить полностью плоскость. Так, ну все, заболтался. Вдруг что непонятно? Или что, спрашивайте в комментариях. Может быть, опять же, советы какие-то скажете, пока я его полностью не сделал, не переделал, ничего. Советуйте, что, как делать. Все, всем удачи, пока, до новых встреч.